Хорватский город Сплит расположен в курортном регионе Далмация. Это город с 1700-летней историей, расположившийся на берегу красивого Адриатического моря и красивейших гор. Город, который стал популярным благодаря съемкам сериала «Игры престолов». Ну и, конечно же, прекрасной архитектуре, которая сохранилась до нынешних времен. Здесь есть порт и много красивых яхт, а также прекрасная набережная, которая прекрасная и утром, и вечером. На букинге мы забронировали хостел, который оказался просто студенческим общежитием, которое сдается в летнее время. Это был самый недорогой вариант, который можно было найти. Послушайте, как тут громко кричат цикады. Да вообще, мы когда приехали днем, они так орали. Ну и сейчас тоже громко. Так, сейчас находимся в городе Сплит. Заселились в вот такой гостиницу. Ну, она это как общежитие. На букинге, конечно, более все было прилично нарисовано, написано. Стоит этот номер 34 евро. А так получилось, что я забронировала немножко заранее. И получается, мы не успели доехать и ночевали в Боснии и Герцеговине, а это бронирование пропало. Хотя я на букинге просила, чтобы его перенесли на другую дату, но никто ничего не перенес, и нам пришлось заплатить второй раз. Но это вообще самое дешевое, что я в Сплите как бы нашла на букинге. Короче, это студенческое общежитие, и вот такие здесь комнаты. Кухни здесь нету. Закрой, Виталик, дверь. Кухни здесь нету. В номере одна розетка. Душ, туалеты. Туалетов там, унитаза много. Душевых кабинок тоже много. Вода горячая есть. Ну, вот единственное то, что здесь можно просто переночевать одну ночь, помыться, зарядить телефон. А так больше все. Посмотрев по Google картам, где находятся достопримечательности, мы пошли их искать. Времени уже было где-то около 4 часов дня. Пока мы дошли до набережной, уже, конечно, наступал вечер. Жители города занимались своими обычными делами, спешили с работы домой, кто-то шел по магазинам, кто-то сидел в кафешках. Где работают местные жители – это сфера туризма, сфера торговли, виноделия, пищевая промышленность. Ну а мы наконец-то добрались до шумной набережной Сплита и уже восхищаемся красивыми корабликами. Первое, конечно, что нас встречает, это порт. Еще мы не поняли, насколько он большой здесь. На набережной очень шумно, множество туристов, все гуляют. В Сплите, кстати, можно арендовать яхту, покататься на ней. А также здесь есть паромы, которые отправляют всех желающих на острова. В Хорватии очень много разных островов, и от Сплита отходят паромы. С набережной можно наблюдать дворцовый комплекс, насчитывающий более 200 зданий. Сейчас очень многие из них заняты ресторанами, магазинами и сувенирными лавками. Сама набережная очень полюбилась туристам. Здесь много лавочек, на которых люди сидят и наблюдают за проплывающими яхтами, а также встречают рассветы и закаты, любуются Адриатическим морем. Набережная в Сплите. Вечером тут люди сидят на лавочках, отдыхают, пьют напитки всякие.
классно здесь, конечно. Но и местные рыбаки завершают свой рабочий день. Мы тоже присели на лавочку отдохнуть, полюбоваться морем, яхтами. Сейчас чуть-чуть посидим и пойдем дальше. Сейчас будем идти искать главную достопримечательность Сплита. Это дворец Диоклетиана. По преданию, здесь родился будущий римский император Диоклетиан в III веке нашей эры, который правил Римом с 284 по 305 годы нашей эры. После своего царствования он вернулся опять в Сплит, и здесь же был и похоронен. Попадаем на шумные улицы, заполненные туристами, а также маленькими кафешками, в которых люди сидят и провожают этот вечер. Но все здесь наполнено такой атмосферой чудесной. Смотри, там второй этаж открытый. Сказал, молодец, молодец. Она ему раз сказала, встал. Хорватский колорит. Маленькие такие переулочки, сушится белье. Прикольно. Все улицы вымощены гладенькой плиточкой, зеленые двери, зеленые ставни. Как-то мне все это напоминает Италию. В Италии я, конечно, не была, но не знаю, вот очень похоже, как если смотришь фильмы об Италии. Хорватия мне очень сильно напомнила Италию. Здесь чувствуется вот это влияние. А тем не менее, все сильнее уже опускался вечер. И я уже начала переживать, что мы и на пляже не побываем, и достопримечательности основные не увидим. По карте все казалось очень близко. А получается, пока прошлись по набережной, пока немножко начали ходить по этим улочкам, по которым тоже можно заблудиться, людей много. Ну, наконец-то, вот мы попадаем на главную площадь и видим уже дворец Диоклетиана. Здесь много людей, все хотят поснимать, сфотографироваться. Здесь есть актеры, переодетые в римских воинов. С ними можно импровизированное такое шоу битвы сделать и засняться. Много людей с детьми здесь. В общем, такая вечерняя прекрасная обстановка. Плакат, на котором изображен сам дворец, как он был в древние времена. А вечером, конечно, вся эта архитектура смотрится очень грандиозно, подсвечивается. И вот мне даже вечером здесь больше понравилось. Здесь очень приятно посидеть и вот просто побыть в этом месте и прикоснуться немножко к истории. И вообще осознать, что ты все-таки побывал здесь, в таком прекрасном и историческом месте. Это вестибюль дворца. Это отлично сохранившийся вход в древний дворец. Интересно, что сооружение прямоугольное снаружи, а внутри имеет круглую форму. Древние кирпичи идеально подогнаны, а в стенах имеется множество ниш, в которых раньше находились мраморные скульптуры. Точно неизвестно, когда обвалился купол и что стало причиной его обрушения. Теперь куполом является небо. Я так понимаю, или здесь еще идут раскопки какие-то,
Или это специально откопали и оставили вот то, что еще находят до сих пор, чтобы оно так было как бы нагляднее для людей. Все уже совсем стемнело, нам надо уже направляться ближе к выходу. Будем идти уже в направлении нашей гостиницы, немножко еще погуляем. Вот проходим какие-то сувенирные лавки, очень много украшений из кораллов. Не знаю, есть ли здесь кораллы в море, но вот очень много украшений из кораллов. Вечером набережная еще прекрасней, все горит огоньками, еще больше людей. Многие люди возвращаются из своих круизов, путешествий на яхтах, которые они снимали. Вот мы проходим возле порта, и, конечно, здесь вид вообще обалденный. Погуляли сегодня возле набережной, там хотели найти пляж, но так мы до пляжа и не дошли. А вот сейчас шли назад, ну уже, конечно, ночь, я уже купаться не пойду, но люди некоторые купаются. Ночь прошла быстро, и вот настал новый день в Сплите. Вчера гуляли в городе по набережной, очень понравилось, посмотрели все достопримечательности. Сейчас пойдем опять, потому что, ну, как бы уже был вечер, съемка была такая себе, но все равно вечером тоже интересно, поэтому поснимали вечером, и сейчас еще пройдемся с утра, посмотрим, как там. Ну, в общем, так, и будем ехать дальше. Планируем где-то приехать в Макарскую ривьеру, там что-то снять, посмотрим. В общем, хорошего нам дня и вам тоже. Вчера сняла город вечером, а вот сегодня уже снимаю его утром. Хочу показать утреннюю атмосферу. Кафешки только начинают свою работу. Я надеялась, что по историческим местам будет туристов намного меньше, чем вечером, но тем не менее люди все равно есть и довольно-таки много. Ну, конечно, не так, как вечером было, но все равно много. Вот этот античный город, который был построен, по-моему, при Римской империи еще. Уже даже не верится, что до этих времен это все сохранилось. Вот уже сегодня с утра пришли на эту площадь, где снимались «Игры престолов». Вот так тут все выглядит сейчас. Нахожусь возле храма Юпитера. Сейчас подойдем, поснимаем.
Прямо здесь, в старом городе, живут люди. В этом очень стареньком здании. Кошечка сидит. Ну, идем, это контент. Все достопримечательности мы увидели, погуляли хорошо. Сейчас выходим на набережную и будем искать пляж сегодня опять. Сейчас будем гулять по набережной в Сплите. Вчера вечером тут уже гуляли, но сейчас еще пройдемся днем. Только что походили там в старом городе. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь. Конечно, вид обалденный. Вчера мы видели, что люди откуда-то идут в купальниках, с полотенцами. Ну, предполагали, что где-то рядышком должен быть пляж. Но так вчера у нас уже не хватило времени, чтобы что-то разыскать. А когда мы возвращались назад, мы нашли там небольшой пляж. Но там, ну, нам показалось, ну, что это вообще такая лужица, можно сказать. Мы думали, что где-то рядышком должен быть хороший пляж. И вот, наконец-то, нам надо было пересечь площадь, обойти эти все яхты. И мы все-таки дошли, и открылась такая набережная, ухоженная вся. Там уже было такие, ну, как каменистые дорожки, и плюс камни, на которых люди уже лежали, отдыхали. И вдали уже виднелся такой более большой пляж, к которому мы, естественно, постепенно дошли. Тут, конечно, очень множество мест для фотографий, для съемки, очень чистая прозрачная водичка. Вот тут я уже поняла, вот что такое Хорватия. Вот эти камни красивые, вода такая, ну, бирюзовая, и, ну, вот эти сосны, такой воздух чистый. В общем, тут уже я по-настоящему начала влюбляться в Хорватию. Здесь на пляже есть переодевалки. Вот так выглядит этот пляж в Сплите. Есть песчаный, есть небольшая галечка. Люди сюда приезжают прямо машинами, тут есть парковка. Вот мы зашли, уже забрались на эту горку, и это я снимаю вид сверху. Тут растут эти прекрасные сосны. Вот и заканчивается наше первое знакомство с прекрасным хорватским городом Сплит, который нас поразил своей красотой. И нам здесь очень понравилось.
понравилась вот эта набережная, понравились достопримечательности. И мы отправляемся дальше в наше путешествие в Макарскую ривьеру. Смотрите в следующих видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. До новых встреч!